Всем привет! С вами канал Mobile S. На этот раз я представляю вам обзор фитнес-браслета, фитнес-трекера, называйте как угодно. Это Xiaomi Mi Band 2. Сегодня я покажу его функционал, зайдем в специальное приложение для этого устройства и узнаем, нахрена он вам нужен. Браслет продается вот в такой вот коробочке. Вот так вот она выглядит. Здесь технические характеристики на китайском языке. Давайте ее откроем. Вот так вот она открывается. Здесь лежал сам трекер. Поднимаем здесь. Здесь инструкция и тоже на китайском. Здесь есть приложение, видимо, для владельцев яблочных девайсов. Вот здесь есть QR-код. Можете его считать. Считать его можете, если вам это интересно. В комплекте шло еще зарядное, вот такой кабелечек зарядный. И сам браслет. Вот он у меня сейчас на руке. Ремешок, трекер и зарядное устройство, грубо говоря. Самое что ни на есть нищебродская комплектация. На браслете есть всего один орган управления, это вот эта сенсорная кнопка. Не кнопка, а сенсорная клавиша. С помощью нее можно переключать различные функции. Вот здесь показывает время. Вот это шагомер, количество шагов, которые вы прошли. Вот шагомер, пройденное расстояние 2,5 километра и пульсометр. У этого браслета есть специальный датчик, который считывает ваш пульс. Сколько ударов в минуту бьется ваше сердце. Вот сейчас показывает 60. Это типа считается нормой. И показывает заряд. Сейчас 20%. У него есть защита от воды по стандарту IP67. Но окупаться с ним я вам не рекомендую. Аккумулятор здесь стоит литий-полимерный, объемом 70 мАч. Его хватает на полмесяца, это точно. Если совсем уж экономить заряд, то на месяц в принципе может хватить. Но я точные замеры, точные тесты, к сожалению, не проверял. Также у этого браслета версия Bluetooth 4.0 LE. Что означает две последние буквы, я понятия не имею, но этот браслет хорошо держит свое Bluetooth соединение и в принципе он еще синхронизируется с вашим смартфоном через Bluetooth. Но жаль, что через Wi-Fi нельзя. Хотя если было бы через Wi-Fi, возможно, у этого браслета пожиралась бы энергия больше, нежели чем через Bluetooth. Сейчас я вам покажу его функционал в специальном приложении. Оно называется Mi Fit. Оно доступно для Android и iOS. Но для Windows Phone я не знаю, может быть оно даже для Windows Phone недоступно. В общем, иконка приложения выглядит вот так. Заходим сюда. И вот сразу открылось приложение. Здесь показывается количество шагов, пройденное расстояние и сколько вы сожгли килокалорий. Вот сейчас идет синхронизация. Дальше показывает здесь активность вашего во сне, вашу ночную активность. Вот здесь показано, сколько вы всего спали и сколько баллов. Вы спали лучше, чем 49% пользователей. Ого! Прям удивительно. Здесь он, видимо, распознает фазы сна. Здесь легкий сон, глубокий и так далее. Глубокий сон 7%, целых 35 минут. Здесь поздний сон. И вот рекомендация: очень короткий глубокий сон. Здесь вот рекомендации всякие. И даже есть статистика
статистика с владельцами этого браслета. Дальше здесь мы можем отслеживать свой вес. Мы его либо дополняем, либо прибавляем, и выводится такой специальный график. Вот сам график. Его можно уменьшить или увеличить, как вам угодно. Здесь показывается ваш пульс. Его можно отсюда измерить. Не двигайся. Застегните браслет выше запястья. Вот он у меня здесь стоит. Но выше запястья никак не получается. Ну, короче, вот так он прикреплен. Понятно. И вот он считывает. Нужно немножко подождать. 68 ударов в минуту. Дальше у нас есть достижения. Здесь наши все достижения, которые... Это достижения по шагам. Вот заходим в профиль и цель активности выставляем. Вот можно выставить 20 тысяч шагов. Если вы прошли эту цель 20 тысяч шагов, то он начинает немножко вибрировать, сам браслет. Но это типа ты достиг цели. О, круто. Здесь цель веса у нас. Здесь мы можем своих друзей добавлять, точнее говоря. Вот, можно смотреть их активность, количество шагов, сколько они прошли, сон вашего друга и его вес. Так вот можно его поприветствовать. Тогда его браслет завибрирует, потому что вы так его поприветствовали. Вот здесь сейчас идет загрузка, но она нам не нужна. В общем, вот так можно следить за своими друзьями. Здесь можно добавлять различные аккаунты. Здесь можно включать оповещения о вашей активности, чтобы вы не сидели на месте, так сказать. Здесь уведомления о пробуждении. Здесь метки поведения, которые нужно ставить постоянно, если вы чем-то занимаетесь. Здесь настройки можно изменить. Но я вам кратко покажу. Прям кратенько. Здесь главная страница. Еще из особенностей этот браслет служить вам как будильник. То есть вы ставите на нем будильник и можете управлять им. Из особенностей данного браслета у него есть будильник. Вот заходим вот сюда, Mi Band. Вот здесь показывается заряд нашей батареи, а также отсюда можно управлять будильником. Вот заходим в раздел «Будильник», и мы можем выставить какой-нибудь будильник или создать свой. Когда время ваше придет, этот будильник, он завибрирует. И также на самом браслете будет видна иконка будильника о том, что вам нужно вставать. Прикольная штука, если вы не хотите кого-то будить своим звуком. А так вибрацию почувствовать ночью просто невозможно. То есть вы обязательно почувствуете эту вибрацию. Поверьте мне, я такое пробовал. Дальше здесь разблокировка экрана. Ну, кратко я вам покажу. Здесь, когда вам звонят или звонят, браслет вибрирует, оповещая о том, что это звонит ваш друг или собеседник. Здесь оповещение можно врубить. То есть сделать оповещение, чтобы кто-то вас лайкнул ВКонтакте или написали в WhatsApp. Это все отображается на браслете, как уведомление. Отображается как уведомление. Дальше. Здесь тоже оповещение. Здесь про СМС.
То есть, когда будет проходить смс-ка, браслет будет вибрировать. Есть уведомление о цели, его можно отключить. Режим «Не беспокоить». Это когда браслет перестает вибрировать, чтобы вам не мешать. Здесь поиск браслета. Нажимаем сюда, и он начинает вибрировать. Вот здесь видимость, расположение браслета и тому подобное. Я просто кратко покажу. Вот. Надеюсь, все функции описал. Но, возможно, есть какие-то другие функции, которые я не рассмотрел, которые я не смог заметить. Пишите эти функции в комментариях. Вдруг они окажутся полезными, эти функции. Вывод. Для кого этот браслет вообще нужен? И нахрена он вам нужен? С какого хрена вам этот браслет перепал? Да и к тому же, в магазинах он стоит примерно 1700-1800, но это все примерно. Но в принципе свою цену этот браслет он отыгрывает по качеству, по соотношению цена-функционал здесь без вопросов. Качество здесь тоже хорошее, ничего не скрипит, не люфтит. Все так, как должно быть. Но с другой стороны, все эти браслеты, неважно там Xiaomi или другие бренды, они все примерно то же самое. У них тот же самый функционал. Они все умеют то, что умеет и этот браслет. Неужели это какая-то переплата за бренд? Может быть, вы об этом знаете? Особенно в свете событий, когда стали форситься мемасы про бомжей и Xiaomi. Вот это, конечно же, забавно. Кто это придумал, я, конечно же, не знаю. В общем, такой браслет, он может подойти какой-нибудь девушке, которая следит за своей фигурой, скажем так. Там, нужен ли он какому-то парню? Ну, возможно, да. Потому что, ну, типа, ты узнал такой? Ого, я прошел там 5000 шагов за это лето. А потом узнаешь то, что твой друг дядя Вася прошел на 2000 шагов больше, чем ты. Скажем так. Ну, активность во сне это тоже прикольная штука. Например, если хочешь узнать, в какое время ночи тебе приснился твой сон. Хотя не знаю, насколько это точно, я, если честно, не проверял. Ну, есть еще. Но то, что прикольное, то, что здесь уведомления можно смотреть. Не смотреть, а смотреть то, что они пришли уведомления. Вот эта штука прикольная. Прикольная штука то, что когда вам звонят, этот браслет вибрирует. Это тоже прикольно, вы с этой функцией не пропустите ни одного важного звонка. И ваша сделка будет всегда накрыта. Но это уже сарказм мой. Браслет, в общем, хороший, качество хорошее. Ну, в общем, я могу вам рекомендовать его, если у вас есть лишние деньги на этот браслет. А так, если вы просто мечтаете об этом браслете, о каком-нибудь фитнес-браслете, то, я не знаю, у вас проблемы с мозгами, кажется. В общем, этот браслет хороший, я все-таки рекомендую его вам покупать. Но если у вас есть лишние деньги, если вы его покупаете на последние деньги, то, мне кажется, это дурацкая затея. В общем, всем до свидания, всем удачи и всем пока.